Всем привет! Меня зовут Ольга, вы на канале Наши Растения. Сегодня вокруг меня достаточно много растений. Я их собрала в душ, чтобы помыть листики. И тут вспомнила такой вопрос от своих зрителей: можно ли выращивать лиану в виде кустика? И так как лиан у меня достаточно много, причем получилось так, что они все ароидные, я решила снять такое видео. Сегодня я расскажу о монстерах, о филодендронах, о сциндапсусах, эпипремнумах и сингониумах. Начать я хочу с монстеры деликатесной или делициоза. У меня в коллекции есть вот такая монстера делициоза тайское созвездие. И вторая монстера — это монстера борзига. У меня варигантная альба. Если вы хотите монстеру в виде кустика, то однозначно выбирайте классическую делициозу. У нее очень короткие междоузлия, она медленно растет и поэтому сохранит форму кустика достаточно долго. Плюс ко всему, монстера делициоза не стремится сразу расти вверх. Вот здесь я ее пытаюсь подвязать к опоре, но это против ее природы, так как в самом начале своего роста она все-таки хочет стелиться по поверхности, пока не нарастит 5-7 листьев. Только после этого, когда она очень плотно укрепится корнями в грунт, только после этого она начинает расти вверх. Поэтому все мои вот эти усилия с веревочками здесь бесполезны. В принципе, можно их убрать. Противоположность ей монстера борзига. Она, наоборот, желает постоянно тянуться вверх, растет быстро. Поэтому после 3-4 листиков уже сложно ее назвать кустиком. Это уже полноценная лиана, которую необходимо крепить к опоре. Если вам все-таки нравится такая монстера, хотя бы потому, что она занимает меньше места, то придется каждый год ее черенковать, оставляя либо верхушку, либо низ растения, либо укоренять черенки, но подождать, пока получится новое растение, придется чуть-чуть подольше. Как еще помочь монстере сохранить более компактный размер? Природа наделила монстеру быть лианой, а значит способность куда-то тянуться в поисках освещения. Поэтому, если поставить монстеру в темный угол, она начнет очень сильно вытягивать междоузлия в поисках более яркого света. Произойти это может как с делициозой, так и с борзигой. Монстера борзига и так имеет достаточно длинные междоузлия, в итоге вытянет их еще больше. Классическая делициоза в хорошем освещении имеет очень плотную посадку листиков, настолько плотную, что бывает ее очень тяжело начеренковать при необходимости, поэтому форма кустика у нее сохраняется очень долго. Поэтому, если нужен кустик из монстеры, то выбираем классическую делициозу и ставим ее в хорошо освещенное место. Вытягиваться в высоту она начнет еще очень не скоро. Другой вид монстеры — это монстера, который продается повсеместно как сорт Адамсона. Эти монстерки тоже бывают очень разные. Они различаются и окрасом листьев, он может быть просто зеленый, может быть белый и желтый вар, мятная окраска листьев. Одни листики более неровные, такие немножко даже уродливые, другие гладкие, одни блестящие, другие матовые. Различий очень много. На самом деле с этой монстерой и ее сортами намного сложнее разобраться, чем с делициозой. Но сейчас речь не об окраске листьев, а о том, как они расположены и как ведет себя стебель. У меня здесь есть несколько монстер. Посмотрите вот на такую. Плотная посадочка листиков, междоузлия достаточно короткие. Плюс к этому, после того, как срезается верхушка, эта монстера начинает активно давать боковые побеги, за счет чего получается вот такой красивый плотный кустик. Вот я срезала макушку в начале лета, и вот у меня здесь получилось раз, два, три, 4, 5 боковых побегов. И растение теперь выглядит вот так. Этот же вариант монстерки в варигантной форме и в молодой форме выглядит вот таким образом. Но есть эта же монстера с такими же листиками, но она очень сильно вытягивается. Посмотрите, какие у нее длинные междоузлия. Соответственно, получается такая красивая длинная лиана. Как называется каждый сорт этой монстеры, я, к сожалению, информации никакой не нашла. То есть сорта могут различаться по форме листьев, по их окрасу, как я уже говорила. А вот по длине стебля и плотности посадки листьев, к сожалению, у меня пока информации нет. Поэтому, что я могу сказать? Когда вы покупаете такую монстерку, заказываете ее где-то, попросите продавца сфотографировать вам материнское растение взрослое, чтобы посмотреть, что оно из себя представляет. Потому что сколько вот такую монстеру не черенкуй, она как была лианой, так и будет. Те монстерки, которые я показывала перед ней, достаточно легко держать в форме куста. Если же все-таки вы не знали, что за монстера, потому что на этапе 2-3 листиков их различить невозможно, то можно предложить
вот такой монстере также достаточно яркое освещение и опору. Монстеры, как и другие лианы, могут вытягивать свои междоузлия, чтобы быстрее получить не только более яркое освещение, но и найти себе опору, к чему прикрепиться, закрепиться, чтобы дальше ползти. С монстерками на этом все. Следующее растение — это филодендрон. Так же, как и монстеры, они бывают очень разные и ведут себя абсолютно по-разному. Прямо за мной сзади висит филодендрон лазящий, как он больше всего известен. Лиана с тоненьким стебельком, который вверх любит ползти, так и неплохо растет, свисая. Такие лианы выглядят кустиком только когда они молодые, как у меня вот в этом горшочке справа от меня. Но как только они хорошо укоренятся, каждый стебелек начнет вытягиваться. Чтобы кустик был более пышным, их усаживать несколько растений в один горшочек. И как только длина лианы становится слишком большой, ее кончик просто обрезают. Вот такой филодендрон. Филодендрон Бурле Маркс. Варигантный. Весьма своеобразное поведение у него. Он имеет достаточно толстый стебель, который постоянно ветвится. Как результат, лиана в длину вытягивается не очень быстро, я бы сказала медленно. Вот этому растению без прищипки верхушки уже пошел второй год. Плюс за счет того, что он хорошо ветвится, получается вот такой достаточно пышный, симпатичный кустик. Не все филодендроны так ветвятся, многие упорно растут одной лианой наверх, поэтому если нужен красивый куст и не нужна лиана, придется постоянно его черенковать, переукореняя. Самую красивую часть — это его верхушку. Вот здесь у меня для примера есть филодендрон розовая принцесса, укоренена верхушка в 3 листа, тут уже 4-й. Принцесса очень хорошо держит свой ствол, он у нее достаточно толстый, поэтому вырасти она может спокойно, без опоры, до 50 сантиметров, это точно. Но у принцесс есть свой минус, что к тому моменту, когда они уже достигают достаточной высоты, нижние листики могут терять свою декоративность, становятся такими более тусклыми. Самая красивая часть у принцессы — это всегда верхушка, поэтому стараются ее переукоренить. Остальные части просто пустить на размножение, получать деток и делиться с кем-то, либо продавать. Филодендрон дракон. Здесь был укоренен промежуточный черенок. Но если этот черенок был срезан на достаточно крупного взрослого растения, то и новое растение получается достаточно красивым, крупным и долго держит форму кустика. Верхушечку посмотрели, промежуток просмотрели. А вот так выглядит растение, низ растения после черенкования. Это филодендрон Magic Mask. Растение было начеренковано, оставлен низ пенечек, 2 листика. И вот у него появились новые. Пока что это низ растения. Листья расположены достаточно плотненько, междоузлия маленькие, и поэтому тоже получаем кустик. Размер новых листиков, так же как и в промежутке, будет зависеть от того, какое растение было начеренковано. Если вы черенковали растение, на котором было всего 7 листиков, то и новые будут маленькие. Если это уже был достаточно большой кустик, то и листья новенькие будут большие. Поэтому филодендроны могут быть очень-очень разные. Перед покупкой обязательно изучите, что это за сорт, как он себя ведет по мере взросления. Запрашивайте фотографии взрослых растений у продавцов, которые продают какие-то череночки, чтобы понимать, что вы получите уже через год. Следующая группа растений — это Scindapsus и Epipremnum. Тоже очень красивые эффектные лианы, которые можно пустить вверх по опоре, по стене, либо позволить им спускаться вниз. Scindapsus, так как и другие лианы, пытаются найти побыстрее за что зацепиться, чтобы дальше им было легче ползти. Поэтому в поисках опоры могут не только вытягивать междоузлия, но и пропускать в этих узлах листики, как произошло вот здесь. Смотрите, обычно в каждом узле есть лист и есть вот такие воздушные корешочки, маленькие, но тем не менее есть. Когда же Scindapsus ищет опору и очень долго не может найти, он, видимо, начинает торопиться, экономить свои ресурсы и вот в таком узле просто-напросто листик пропускает. В этом случае он не тратит время на то, чтобы этот лист нарастить, развивает дальше свой стебель, чтобы быстрее удлиниться и найти то, что ищет. Если Scindapsus сразу закрепить вот на такой опоре, то таких пробелов у них не возникает. Epipremnum ведет себя точно так же, поэтому останавливаться на нем отдельно я не буду. Чтобы получить вот такой пышный куст из Scindapsus и Epipremnum, нужно начеренковать, взять 5-6 отросточков, как вот здесь, и посадить их в один горшок. Какое-то время они сохранят вот такую форму. Как только они начинают выходить за пределы пространства, которое вы можете им предоставить, стебель просто обрезается,
И пока растение закладывает новую почку, чтобы продолжить свой рост, на это все уходит время, а вы наслаждаетесь компактной формой этого кустика. Если же все-таки у вас была одна веточка, а не как там 5, то, как и в случае с другими лианами, можно срезать вверх, оставить пенечек, и у меня от этого пенька пошли сразу 3 отростка. Когда каждый из них нарастит 4-5 листиков, получится достаточно пышный кустик. И последнее растение, о котором я хотела сегодня рассказать, это сингониум. Я его еще называю хитрый жук, потому что он очень долго может прикидываться кустиком. И вот сколько я видела эти растения в магазинах, они обычно так и продаются, просто пышными кустиками. Но приходит время, когда он вспоминает, что он не кустик, а лиана, и вместо очередного листика выкидывает длинную стрелу. Если вы не готовы к такому повороту событий, то эту стрелу можно начеренковать. Как и другие ароидные лианы, она содержит узлы с листиком, с воздушными корнями, поэтому легко черенкуется. Прежнее растение начинает дальше разворачивать листики из центра и также может где-то сбоку выдать новую стрелку. Надеюсь, видео было вам интересно и полезным. А у меня на сегодня все. Я прощаюсь с вами и до новых встреч!